покупаю. Роскошно. Даже на секунду не хочу выпускать тебя из рук. Ты как считаешь, вот девушка прекрасна, когда у нее заразительный и громкий смех, или когда тихий и скромный? Очень сложный вопрос, который Ян, поставил конечно меня же, в тупик. заразительный и громкий, потому что у меня такой. Вот это правда. Всем Всем привет, друзья, это Орел и И Решка. мы в Нью-Йорке! Юль, Да. мой пытливый ум хочет рассказать тебе какой-то интересный факт про Нью-Йорк. Ну-ка давай! Вот, например, смотри, нью-йоркское метро настолько огромное, что в свое время здесь нашли 12 тысяч форм жизни в метро. Янчик, найдут и 12 тысяч первую, потому что это будешь ты со своими 100 баксами, ты Вот, а спустишься мы еще туда и- посмотрим, а узнаем это прямо сейчас. Давай. Орел, Орешка! поехали. Давай, я смотрю. Ну? Ян! Слушай, однажды индейцы продали Манхэттен за 24 бакса. Представляешь, у тебя будет целых 4 Манхэттена. Юля, я хочу По цене купить индейцев. намного больше Манхэттенов. Смотри, вот сейчас ты можешь пойти и поймать себе либо автостопчик, ну, а лучше на автобусе, это надежнее. Мало ли тут кто живет. Ян, пока, удачи! Нью-Йорк. Деловая столица мира. Культурная столица Америки. А еще столица небоскребов, театров и бездомных. Ну что ж, добро пожаловать в столицу столиц. Аэропорт Джона Кеннеди находится в 20 километрах от Нью-Йорка. Есть несколько способов, как можно добраться до города. Такси, автобус, AirTrain. Это самый верный способ, чтобы добраться до города без пробок. AirTrain. Это поезд, который довезет вас до ближайшей станции нью-йоркского метро. На самом деле, этот способ пока что мне нравится больше всего, потому что я до сих пор не платил, и я не понимаю, где нужно покупать билеты. Либо это бесплатно, либо нужно будет заплатить позже, но либо меня оштрафуют. Нью-Йорк входит в 5 самых загруженных городов, в которых самые большие пробки. И не барское это дело стоять весь уикенд под красными светофорами. Поэтому я буду летать на вертолете. Эх, богатая жизнь. Причем арендую я его на целый день за ни много ни мало $2100. Ну все, Капитан Америка, давай, не томи. Слетай. AirTrain привез меня на станцию метро Джамайка. Ошибочно было полагать, что здесь что-то бесплатно. Халявы в Нью-Йорке не бывает, и сразу же на выходе вас ждет турникет, где вам нужно купить билетик и тогда выйти. Поехали! Как же это работает? В этом терминале нужно заплатить $5 за поездку на AirTrain и тут же купить билетик на метро за $2,75. 7,75? Вы серьезно? Я еще даже до города не доехал, вы с меня сдираете уже 7,75. Что? Кэш. Я хочу платить кэш. Так, пожалуйста. У меня $100, а $100 машина это не принимает. Что делать?
Вот там я буду менять. Hi. Can you change money, please, if it's possible? Они не меняют просто так. Мне нужно что-то купить, и тогда они поменяют. Ну, точнее, просто дадут сдачу. Окей, what is the cheapest thing that I can buy? В общем, самое дешевое, что здесь можно найти, это такая открытка за 75 центов. Я взял две. Одну маме, другую бабушке. Ну, давайте, еще разок. Забирайте мои 7,75, чтобы могли округлить. Победа! Ну что ж, наконец-то я в метро. Пока что все немножечко сложно и непонятно. Я не понимаю, куда мне идти, но вроде бы я где-то рядом. Нью-Йоркская система метрополитена – одна из самых старых, самых загруженных и самых больших в мире. Метро в Нью-Йорке нереально огромное. Здесь 36 линий и 472 станции. Кроме того, по одной ветке здесь может ходить несколько поездов разных направлений, а их расписание меняется в зависимости от дня недели и времени суток. Поэтому в Нью-Йорке даже в метро могут быть пробки. Кроме того, метрополитен здесь круглосуточный, и с таким напряженным графиком убирать днем получается крайне редко. Поэтому нью-йоркское метро считается одним из самых грязных в мире. Жесть, крыса! Крыса! Здоровенная крыса! Я думал, такое только в фильмах бывает. Прям передо мной, вот поползла. Не умри, пожалуйста, тебя штоком жахнет. Но фишка нью-йоркского метро не в этом, а в его особенной атмосфере. Просто внезапно в поезд залетели парни и начали танцевать, поставили колонку. Шикарно! А самое главное, бесплатно. Ну, по желанию. Путешествуя в нью-йоркском метро, ты словно попадаешь в голливудский мюзикл, где в каждом вагоне и на каждой станции проходит отдельное представление. Но мне определенно нравится ритм нью-йоркского метро, хоть оно и грязно, но тут постоянно какие-то тусовки, вечеринки, поехали! Кайф! Нью-йоркские уличные музыканты очень современные, вы можете дать им денежку по карте, там можно просто просканировать штрих-код и отправить деньги. Меня сейчас прихватило сердечко, и не от перенагрузки из-за высоты, а из-за вот того вида. Очень красиво, очень! Вертолет — это не только самый быстрый и самый дорогой способ добраться в город и, в принципе, передвигаться по Нью-Йорку. Это еще и прекрасная возможность посмотреть его самые выдающиеся достопримечательности. Именно Нью-Йорк задал моду на небоскребы. Это город, который в первую очередь с ними ассоциируется. Empire State Building. Первое здание в мире, перешагнувшее отметку в 100 этажей. Здесь их 102.
Долгое время оно считалось 8-м чудом света. А вот еще один небоскреб – Всемирный торговый центр высотой 541 метр. Построили его на месте разрушенных терактом башен-близнецов. И сейчас это самое высокое здание в Америке. Вау! А вот и главная достопримечательность не только Нью-Йорка, но и всей Америки. Я вижу Статую Свободы. Я, кстати, себе предположить не могла, что Статуя Свободы такая маленькая. Да, реально, вот такусенькая, вот такуленькая, вот такая. А раздули, да, Статую Свободы. Кажется, что она больше, чем Эйфелева башня, а по факту как муравьишка. Ну, на фоне огромных небоскребов. И действительно, ее высота 93 метра, что в 3 раза меньше Эйфелевой башни. Но во всем остальном эти два сооружения во многом схожи. Статуя Свободы также была изготовлена во Франции, а над ее каркасом работал тот же Гюстав Эйфель. Таким образом, французы поздравили американцев со столетием независимости США. Такие моменты, конечно, наверное, надо сейчас максимально пытаться рассказать, что я чувствую, но я скажу вам так, мой пульс, он где-то около 170, мне кажется. Сердце бьется, страшно, красиво, все как и должно быть в первый раз в Нью-Йорке. Страшно и красиво. Ну что, каких-то 3 пересадки, час пути, и я в Нью-Йорке. Попадая в этот город, ты как будто оказываешься в американском фильме. И это неудивительно, ведь по статистике в Нью-Йорке сняли около 1000 блокбастеров. И каждый год тут продолжают выдавать около 250 разрешений на съемку художественных фильмов. Поэтому, гуляя по улочкам, тебя не покидает верное ощущение, что все это ты уже видел в кино. Видите сзади меня вот эту трубу с паром, которую все мы видели в кино и в сериалах. Так вот, что это такое? Я сам не знал, но оказывается в Америке во всех домах топят с помощью пара. И когда его слишком много, его стравливают через такие трубы. Прикольно! Или вот, чисто нью-йоркский атрибут. Пожарные лестницы на фасадах домов. Появились они здесь еще 160 лет назад, вместе с первыми многоэтажками, как единственный способ спастись жителям верхних этажей во время пожара. Да что там говорить, именно в Нью-Йорке ты по-настоящему понимаешь, что чувствовал герой фильма «Один дома два» и о чем пел Стинг в песне «Englishman in New York». И вскоре ты сам начинаешь ходить по городу, как киногерой. В Нью-Йорк стоит приехать хотя бы ради того, чтобы просто пройтись по его улицам. Самый крутой район в Нью-Йорке – это Манхэттен. Здесь крутится вся финансовая и культурная жизнь города. Живут местные богачи и знаменитости. А цены на жилье стартуют от 17 тысяч долларов за квадратный метр. Именно здесь я арендовала себе трехэтажный пентхаус стоимостью 30 миллионов долларов. Ну все, Манхэттен, встречай свою коренную на 2 дня жительницу.
Добро пожаловать ко мне домой! На первом этаже моей квартиры находится гостиная в светлых тонах с дизайнерской мебелью и эко-камином. Если бы у меня было много друзей в Нью-Йорке, они уже бы здесь находились. Это пространство для кулинарного искусства. Я люблю готовить. Мне бы здесь было бы комфортно. Боже, какой вид! Это капец, друзья, посмотрите, посмотрите, мамочки! Но на кухню ночью в одних трусишках не спустишься водички попить. Может быть, неловкая ситуация. Побежали смотреть дальше. Боже мой, здесь что? Я думаю, что это гостевая спальня. Это если вдруг Ян придет, то я ему скажу: Ян, смотри, здесь гостевая спальня, но ты спишь вот здесь. Прости. На втором этаже разместился рабочий кабинет с автоматическими деревянными жалюзи. Что? Я понял. Чтобы никто не мешал. Вот для чего. Третий этаж. Здесь находится панорамная лаунж-зона с выходом на личную крышу с бассейном. О, серьезно? Нью-Йорк! Жаль, немного прохладно, поэтому не получится поплавать в личном бассейне, но, друзья, вы слышите? Там сирены, там снимаются фильмы, там делаются деньги, там съедаются все бургеры, там все. А я на третьем этаже своего пентхауса просто одиноко, но очень жизнерадостно провожу время. Так, стоп. А где моя спальня? Кажется, мы потеряли мою спальню. Как говорили классики, здесь так красиво, я перестаю дышать. Друзья, это спальня моей мечты. О, черт, как круто. О, эти подушки, они восхитительные. Они всасывают в себя и просто пропитывают нежностью. Друзья, я хочу уже сейчас засыпать с видом на этот красивый город, а потом просыпаться с видом на него. Обалдеть. Обалдеть. Нью-Йорк называют городом-мигрантом. Внимание, сейчас будет просто шокирующая информация. Ведь здесь живет ирландцев больше, чем в Дублине, исландцев больше, чем в Рейкьявике, а итальянцев больше, чем в Риме. В Нью-Йорке около 8 миллионов жителей, и 3 миллиона из них – иммигранты. Сюда приезжают за большой американской мечтой, но в итоге многие оказываются на улице. Официально в Нью-Йорке около 70 тысяч бездомных. Причина – безработица, алкоголизм, наркомания и очень дорогое жилье. Да-да, около трети бездомных имеют постоянную работу, а денег на аренду квартиры все равно не хватает. Но есть в этой истории и исключения. Я пришел в очень необычное место, где я познакомлюсь с очень интересным человеком. Это пиццерия Champion Pizza, которая принадлежит бывшему бездомному Хаки Агденизу. Здравствуйте. Здравствуйте! Я слышал про вашу историю. Можете рассказать чуточку больше, если это возможно? Я сам из Турции. Приехал в Нью-Йорк в январе 2001 года.
Остаться здесь было моей мечтой, американской мечтой. Денег не было, и первое время я жил в приюте для бездомных. Брался за любую работу, потом устроился в пиццерию, набирался опыта, копил деньги и мечтал открыть свое заведение. Но однажды с трудом накопленные деньги пропали. Их украл мой партнер. И тогда мне пришлось начинать все заново. Я опять работал в разных пиццериях, копил деньги и смог со временем открыть свою. А открыли на заработанные деньги или нашли инвесторов? Я нашел отличное место, которое продавалось за $85 тысяч. Но можно было отдавать в рассрочку по $5 000 в месяц. В общем, первое время пиццерия не приносила прибыль, одни убытки. И только на 5-й месяц дела пошли вверх. А что произошло? В 2010 году я выиграл чемпионат пиццы. А в чем суть чемпионата? Нужно было не только приготовить вкусную пиццу, но и как-то удивить. Я удивил тем, что вертел горящую пиццу одной рукой и при этом танцевал брейк-данс. Это стало моей фишкой. И теперь у меня 7 пиццерий, 2 победы на чемпионате пиццы, звание самого успешного иммигранта в США и рекорд Гиннесса. Вы сделали самую длинную пиццу в мире. А какая длина? Около 2 километров. 2 километра? Хаки установил рекорд Гиннесса, и они сделали 2-километровую пиццу, которая до сих пор является самой длинной. Это круто! Теперь моя цель — открыть кулинарную школу для бездомных, после которой они смогут открывать собственные рестораны. И работать там будут бывшие бездомные. Хочешь, я и тебя научу готовить пиццу? Да, конечно хочу. Но это правда уникальная возможность. Я никогда еще не готовил пиццу, а тем более в Нью-Йорке. Мне интересно. Благодаря Хаке меня пустили на кухню, выдали фартук и перчатки. Ребят, мы просто так не приступаем готовить. Все серьезно. И теперь мы будем готовить популярную здесь пиццу Нью-Йорк. Ян Пицца де Италия готов приготовить свою первую собственную пиццу своими руками. Сначала нужно раскатать тесто. Давай, сильнее. Слушайте, а это сложно. Да ладно, тебе всего 21. Потом добавляем немного коронного жонглирования. Окей. Оу. Вот так, смотри, тесто мягкое. Давай, у тебя получится. Вот, видишь? Очень хорошо. После этого смазываем тесто томатным соусом, посыпаем сыром и ставим в духовку. 10 минут, и пицца готова. Легко ведь, правда? Да, спасибо большое. Хаки супер талантливый, супер позитивный человек и очень вдохновляющий, потому что его история шикарна. Он доказывает то, что если вы чего-то хотите добиться, вы это можете сделать. Cool, thank you. Идем пробовать мою пиццу. Это вкусно. Я ничего не испортил, это очень вкусно. Вот теперь я не могу понять, то ли это я очень талантливый кулинар, то ли просто место очень хорошее. Ну, скорее всего, первый вариант. Ну и не без второго, конечно. Все, тогда ты меня здесь подожди, сейчас перекушу и полетим дальше там по делам. Да, у меня вечером встреча типа нужно. Все, капитан, давай. Обнимаем, пока. Нью-Йорк — это тот город, в котором вы можете позволить себе все. Я пришла в ресторан Industry Kitchen, где я буду пробовать самую дорогую пиццу в Нью-Йорке. Пицца и ее цена даже попали в книгу рекордов Гиннесса.
Стоит эта пицца $2000. А готовится так. Берется особенное тесто с чернилами кальмара и стружкой 24-каратного золота. Сверху намазывается благородным английским сыром с синей плесенью под названием Стилтон. Потом покрывается ломтиками утиной печени фуагра и кусочками черного трюфеля. После чего обильно смазывается пищевым золотом и черной икрой. В качестве украшения съедобные цветы, фиалки, витрака. Ну, мне кажется, мало золота, да? Еще больше золота, пожалуйста. Мне кажется, я даже эту пиццу видела в каком-то из клипов на рэпере. Он на цепь ее повесил и ходил вот так. На секундочку, ребята, вот это стоит столько же, сколько стоит целая лавка продуктов в супермаркете. Понимаете, $2000. Мне кажется, около 1000 кусочков можно съесть обычной пиццы. Но это даже на пиццу не похоже, согласитесь. Но посмотрите, это как будто бы кто-то краску здесь немножко разлил, нечаянно. Естественно, я могу испачкаться в золото, поэтому лучше прикрыть, так сказать, одежду. Ну, давайте. Я думала, что вкус золота будет здесь более ярко выражен, честно. Но оказалось, что на вкус эта пицца напоминает обычный черный хлеб со сметаной и рыбной икрой. Ну а золото вообще безвкусное. Мне кажется, все-таки золота маловато, честно. Или знаете что? Вот, я поняла, чего не хватает этому блюду. Бриллиантов. $2000. Да я бы год себе пиццу заказывала домой под сериальчик. Главное, друзья, не заболеть золотой какой-нибудь лихорадкой после поглощения такого количества золота. И когда кусаете, не дышите носом, потому что золото летит вокруг. Мне кажется, что это все-таки понты, друзья. Очень дорогие понты. В Нью-Йорке столько всего интересного, но так как у меня мало времени, я позвоню в консьерж-сервис MasterCard, и они посоветуют мне самые классные, уникальные локации. Алло. Нью-Йорк – огромный мегаполис, и вариантов ночлега здесь уйма. Но чтобы не тратить время на разъезды, я решил поискать что-нибудь бюджетное в центре города. На Манхэттене самым недорогим вариантом оказался Canal Loft Hotel. Ну, привет, мой хостел за $37. Давайте смотреть. Здесь уже кто-то поселился. И начнем с ревизии постели. Насколько она чистая. Ян ревизора в деле. Слушайте, правда, все очень опрятно и чистенько выглядит. Полотенце выглядит чистым. Слушайте, очень даже хорошо, как по мне, для $37. Мне что-то везет с хостелами. То есть я думал, жесть какую-то увидеть, и поругаться хочется чуть-чуть. Ну, правда, приятный хостел. 3 соседа у меня будет. Есть шкафчик, тут можно спрятать свои вещи. У всех есть шкафчик, супер. Ванна. Первый плюс – это то, что ванна есть прямо у меня в номере. Просто обычно в хостелах ванная и туалеты располагаются на этаже, а здесь у нас целая ванная с туалетом. Это шикарно. Мыло вот так вот можно, смотрите. Сейчас коронавирус гуляет. Помыли ручки. Ну, правда, зеркало чуть-чуть не по высоте моего роста, и надо чуть-чуть вот так вот присесть, потом
Йоу, привет, Ян! Хорошего дня и тебе, и твоим соседям. Запить самую дорогую пиццу в Нью-Йорке надо чем-то не менее дорогим. Поэтому... К примеру, самым дорогим молочным коктейлем в Нью-Йорке за 100 баксов. Но даже не это примечательно, а то, что за этим коктейлем сюда приезжали Жаклин Кеннеди, Мерлин Монро, Джастин Бибер и Селена Гомес. И теперь приехала я. Люксовый милкшейк в ресторане Serendipity 3 делают из специального мороженого, молока коров породы Джерси с повышенным содержанием молочного жира, топленых диванширских мадагаскарской ванили и 23-каратного съедобного золота. Сам напиток помещают в стакан, усыпанный 3000 кристаллами Сваровски. В конце украшают сливками, золотом, карамелью и дорогой итальянской вишенкой от компании Luxardo. Просто вдумайтесь. Стоимость вот этого коктейля 250 миллилитров. Равна стоимости 50 литров молока. Ну, что ж, пора пробовать. Очень вкусно. Секундочку. О, Господи. Это самый нежный молочный коктейль в моей жизни. Это восхитительно. Казалось бы, просто молоко и мороженое. Но это в таком идеальном балансе, что внутри полное ощущение вот молочного, сладкого путешествия. Уверена, что Мерлин Монро тоже так делала. Мы же девочки, а девочки не обязаны все время быть такими. Очень вкусно. Фантастика. Ночью Нью-Йорк зажигает миллиарды своих огней, а людей на улицах становится еще больше, чем днем. Не зря же его называют городом, который никогда не спит. Ну что, я уже немного посмотрел Нью-Йорк, увидел людей, некоторые места и могу сделать свои некоторые выводы об этом городе. Что такое Нью-Йорк? Нью-Йорк – это огромнейший мегаполис. Всем абсолютно все равно друг на друга. Каждый выражается как хочет. Что лично я думаю, смог бы я тут жить? Я думаю, что да, но он сложный и не совсем душевный. Это все-таки про работу, про достижение каких-то нереальных целей, только вперед. А я, Ян, с тобой абсолютно не согласна. Как приятно оказаться вот так вот у своего камина вечером дома. Друзья, это был прекрасный день. И знаете, что я вам скажу? Нью-Йорк на 100% подходит мне. Я влюблена. Он 100% попадает в список моих любимых городов. Класс. Доброе утро. Очень хотелось бы мне, конечно, показать вам роскошные завтраки, вот эти шведские столы, но у меня этого ничего нет. Пойду отберу еду у бомжа.
Доброе утро, Нью-Йорк. Вау. Какой вид на город. Good morning. Ду-ду-ду-ду. Утром второго дня я решил посетить один из самых известных районов Нью-Йорка – Гарлем. 30 лет назад здесь орудовали самые жесткие афроамериканские банды. Ребята захватили просто весь район. Тут проходили перестрелки, грабежи. В общем, это был реально самый опасный район Нью-Йорка. Черный квартал или бандитское гетто стали синонимами Гарлема. Каждый год в этом небольшом районе совершалось более 100 убийств, а белым сюда был вход строго воспрещен. Полиция уехала, и я снова чувствую себя не в безопасности. Чтобы узнать, чем сейчас живет Гарлем, я обратился к местному жителю. Скажите, вы живете здесь, в Гарлеме? Да, на соседней улице. Я слышал, что Гарлем – это опасный район. Это неправда. То есть для туриста здесь безопасно. Ну, во всех районах есть криминал. И здесь его не больше, чем в остальных. Преступность тут была около 30 лет назад, а сейчас спокойно. А вам нравится ваш район? Да, очень нравится. Спасибо большое, хорошего дня. И тебе, пока-пока. Оказалось, в 90-х полиция очистила Гарлем от преступников. Власти города построили здесь новые дома, а местные фабрики организовали новые рабочие места. И теперь Гарлем – это один из самых спокойных районов Нью-Йорка. В целом, этот район не такой опасный, каким он кажется с первого взгляда. И мне вообще кажется, что какой-то наш злачный райончик намного опаснее. На второй день я решила сменить свой вертолет на более комфортный транспорт. Им оказался автобус. И хоть снаружи он выглядит обычно, его фишка внутри. Вот это да! Боже, как здесь вкусно пахнет! Такое ощущение, что я попала в какой-то другой мир. Класс! Внутри моего автобуса настоящая студия для медитации. Вместо окон шумоизолирующие стены. Вместо сидений мягкие подстилки. А вместо кондуктора приятный инструктор по дзену. Для тех, у кого есть деньги, такой автобус – это крутая возможность отдохнуть от шумного и суетливого Нью-Йорка. Я никогда до этого не медитировала, но сейчас, оказавшись в таком уютном автобусе, после того, как я летала на вертолете, ездила, ела и так далее, так захотелось действительно взять паузу вот в ритме этого огромного кипящего города, что, кажется, я готова к своей первой медитации. Суть медитации – абстрагироваться от всех раздражающих факторов, выбросить все ненужные мысли и найти душевное равновесие. Но то ли я что-то не так поняла, то ли что-то не так делала, но вместо равновесия мне ужасно захотелось спать. Но и это еще не все. Ноги. Я их не чувствую. Ай. Я не могу встать на ноги. It's okay. Ай, какая нить. Ай. You feel the same? У меня как будто бы они отнялись. Я даже не могу понять, где у меня левая, где правая нога. Вечером второго дня я пришел на Бродвей. Улицу, где находится около 40 самых главных театров Америки. За это
Нью-Йорк еще называют театральным Голливудом и театральной столицей мира. Я на Бродвее, и по идее я должен пойти на мюзикл. Но у меня нет денег, поэтому у меня есть альтернативный вариант. Я пришел в заведение под названием Stardust. С виду ничего необычного. Играет музыка, официанты принимают заказы. Но вдруг один из официантов берет микрофон и начинает петь. Это официант! Сейчас! А дело вот в чем. Как вы знаете, Бродвей не резиновый, и не всем актерам удается попасть на Бродвей. Поэтому они приходят сюда и работают здесь официантами и параллельно выступают. Что, собственно, только что и происходило. Меня зовут Меган. Вы готовы сделать заказ? Да, готов. Но я бюджетный турист, поэтому выберу что-то бюджетное. Можно мне, пожалуйста, горячий чай? Это все. И у меня к вам несколько вопросов. Почему вы такая красивая? Ой, спасибо. А теперь серьезно. Как можно сюда попасть? Как проходит кастинг? Для этого нужно пройти прослушивание, спеть 2 песни. Реально? Да, реальное прослушивание. Прям здесь? А что вы делаете в свое свободное время? Беру уроки вокала или хожу на кастинги. Вы актриса и певица? Да? Все вместе? Ага. Успеваете ходить и туда, и туда? Да-да. Вам нравится ваша работа? Да, она немножко странная. Но ведь это классная практика. Именно. Это все. Это все? Здорово. Спасибо. Спасибо, буду ждать свой чай. Да-да, уже несу. Вот так вот. Класс. Представляете, человек ходит на кастинги, ходит на курсы, а в свободное время, когда есть, она ходит сюда, работает здесь и практикуется, поет, выступает. По-моему, это чудесное место. Девушка, которая меня обслуживала, просто чудесно. Она великолепно выступает, и я очень расстроен, что у меня нет денег на чаевые, потому что чай стоил 4,50. Просто развод жесточайший. Поэтому мои чаевые включены в чай. Нью-Йорк — это театральная столица Америки, но пойти на Бродвей — это было бы максимально банально. Поэтому я решила выбрать кое-что поинтереснее. Я пришла в отель МакКитрик, где показывают иммерсивный спектакль «Sleep No More». Суть иммерсивного театра в том, что здесь нет зрительского зала, и посетитель сразу попадает на сцену, где происходит шоу, становясь его участником. Значит, сначала рассказываю механику. Каждому, кто приходит в этот театр, выдается вот такая маска. То есть без этой маски он не может попасть внутрь иммерсивного театра. Там 5 этажей. На каждом этаже происходит какое-то действие. Так, друзья, я надеюсь, вы готовы. И зритель может свободно ходить из комнаты в комнату и наблюдать за действиями, которые там происходят. Все это делается для того, чтобы вы полностью погрузились в представление и лучше почувствовали атмосферу. В шоу несколько главных героев. Каждый рассказывает свою историю. Они ссорятся, любят друг друга, танцуют. За это время можно побывать на кладбище и в психиатрической больнице, или стать свидетелем убийства. Все происходящее взаимосвязано. И ближе к финалу каждый зритель сам определяет для себя смысл увиденного. Если сказать о моих впечатлениях,
ну как, я на 100% уверена, что это действительно крутое такое какое-то мероприятие. Но у меня не было ощущения, что я в театре. У меня было ощущение, что я аккуратненько пробралась к кому-то в дом и подсматриваю за жизнью других людей. То есть я была абсолютно погружена в это состояние, и мне было крайне неловко, когда, ну, не знаю, там, я встречалась глазами с актером, он, конечно же, там, ну, в общем, очень странное ощущение, клянусь вам. Я к чему это? Я к тому, что это круто, это искусство на 100%, на это надо сходить. Мне вроде бы и понравилось, но я вроде бы ничего и не поняла. И я вроде бы как бы еще раз хочу сходить. Вот. Классная штука. Классная. Вау. Я люблю искусство. Вау. В парке Гудзон Ривер есть очень интересная штука. Огромная бутылка, куда я сегодня и пришла прятать 100 баксов. Но не конкретно в эту бутылку, а вот в эту. За нью-йоркской бутылкой отправляйтесь в Гудзон Ривер Парк. Найдите большую бутылку и двигайтесь по направлению горлышка, прямо до упора к забору. Там и лежит маленькая бутылка с заветным кладом от Орла и Решки. Я нашла надежное местечко. Удачи вам, друзья! Я верю в вас! Класс! Нью-Йорк. Город с безумным ритмом жизни. Здесь безумно дорого. 7,75, вы серьезный? Безумно шумно. Безумно людно. И безумно атмосферно. Нью-Йорк! Это официант! Сейчас! Меня сейчас прихватило сердечко. В поезд залетели парни и начали танцевать. Мне кажется, мало золота. Еще больше золота, пожалуйста. Чувствую себя не в безопасности. Классная штука. Классная. Ян, ну где ты, солнышко? Ну. Юль, привет. Обниматься не хочу. Просто мне надо выговориться, выслушай меня. Я очень замерз, я очень устал, я чуть-чуть голодный. Ладно, привет, я на тебя долго злиться не могу. Расскажи как-то. Мне так понравился Нью-Йорк. Он нереальный город. Слушай, это один из самых классных мегаполисов на Земле. Скажи, как там без денег? Слушай, в целом, да, с деньгами было хорошо, но в Нью-Йорке без денег вообще ловить нечего. Вот тут нужны деньги. И таких, как я, бомжей, здесь прилично. Друзья, увидимся в следующем городе. У меня есть деньги. Хочешь? Да ладно? Много? Да, есть деньги.